Всем привет! Я сегодня пеку творожно-брусничный пирог. В тесте содержится овсяная мука. И если вы такой пирог еще не пробовали, то пора начинать. Самое время. Свежая выпечка дома всегда придает ощущение уюта, ощущение заботы о близких. Тем более брусника у нас растет совсем неподалеку, в лесочке. С этим пирогом замечательно сочетается вот такой сливочный соленый соус. Я тоже его варю к такому пирогу. Как приготовить такой солено-сливочный соус, я расскажу в следующем видео. На него будет оставлена ссылочка в будущем в описании. Такой соус подходит как к мороженому, так и к свежей выпечке домашней. Например, вот к таким простым пирогам домашним. В тесте использую овсяную муку, поэтому пирог получается без глютена и очень полезен. Устраивайтесь поудобнее. Буду показывать, как испечь дома такой пирог замечательный и вкусный. На столе стоят продукты, которые я буду использовать для теста этого пирога. Это масло сливочное, разрыхлитель, сахар, мука овсяная, не содержит глютена в себе, еще раз повторюсь, и яйцо, одно яйцо. Масло я перекладываю в стеклянную миску и отправляю в микроволновую печь для того, чтобы оно размягчилось. Масло не должно быть полностью растопленным, но оставалось мягким. Добавляю в масло сахар и растираю силиконовой лопаткой. Всыпаю муку. Ее я приобретаю в обычном магазине. Это овсяная мука. Она очень полезная. Добавляю разрыхлитель. И одно яйцо. Начинаю замешивать тесто. Тесто получится в готовом виде такое мягкое, напоминает сметану. Оно не будет жестким или твердым. И в заранее приготовленную форму, у меня это диаметр 26 сантиметров, перекладываю тесто и начну формировать дно пирога.
Уточню, что форму я ничем не смазываю, потому что в тесте и так достаточно много масла, и пирог будет отходить от стеклянной формы достаточно хорошо. И пока вы смотрите, как я делаю тесто, напомню, что не забудьте подписаться на мой канал, чтобы в дальнейшем получать новые уведомления о рецептах, которые я дома легко и просто готовлю. Форма заполнена тестом. Она готова, я ее отставляю в сторону и беру творожную массу 500 грамм. Если у вас такой творог, например, как в России продается, его можно в блендере перебить и будет обычная творожная масса. Туда добавляю по вкусу сахара. Можно без сахара, но так как брусника будет кисловатая, я добавляю все-таки сахара, это где-то 50 грамм. И вбиваю яйца. Два-три яйца можно вбить, это по вашему усмотрению и по тому, насколько крупные яйца. Добавляю ванильный сахар для аромата и перемешиваю начинку. — 200 грамм брусники, заранее ее перебрала. Самая обычная свежая брусника из леса. Добавляю в начинку. Начинку перекладываю аккуратно сверху теста. Все, основная работа выполнена. Отправляю в духовку на 170 градусов, приблизительно час выпекается пирог. Вот такой он получается. Даю пирогу расстояться, остыть, чтобы начинка загустела. И если она горячая, она будет, как и любой другой сыр и творог плавленый, течь. Поэтому пирогу нужно постоять. Можно использовать также сливки, вот такой сливочный соленый соус, или же просто взбитые сливки. Ничего не использовать сверху для усиления вкуса, либо какой-то ванильный соус. Это дело вашей фантазии, желания и того, что есть под рукой продукты в холодильнике. Буду пробовать. Вот сочетание
кислой брусники и сливочного соленого соуса мне очень нравится. Я люблю этот вкус и в продуктах, в йогуртах, в мороженом, и вот в этом пироге. Он сочный, свежий. Всем рекомендую испечь дома такой пирог. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. И приятного аппетита вам. Пока!